Знаете ли вы, что все индикаторы — это только производная от графика цены? Они не показывают нам будущего, а лишь через определенную формулу пропускают данные, которые уже образовал график, и выдают их нам. Но есть одно решение — это объемы. Объемы игнорируются многими новичками, и зря. В одном из своих предыдущих видео я уже рассказывал, как торговать с помощью объемов, и использовал площадку TradingView, но многим такой способ показался неудобным. Поэтому вот вам новый видос. Сегодня научу вас анализировать объемы, исходя из самого графика. Объемы кроются в объеме свечей, в волатильности и в тенях. Раскроем все тонкости и, конечно же, заработаем. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Так, друзья, мы сегодня работаем с объемом. И я явно не найду примера лучше, чем здесь. Прямо вот сейчас зафиксировано гигантское количество покупателей на рынке. Давайте разбираться. Все внимание вот на эту аномальную ситуацию. Подмечаем огромную нижнюю тень первой свечи. И также более скромные последующие. Здесь что-то явно происходило, и мы вполне можем прочитать ситуацию по графику. Сначала актив у нас резко упал, в рынок зашли продавцы. Но в самом низу произошел откуп, что подняло цену обратно. Таким образом, покупатели откупили все, что было продано. И да, красная свеча, значит, продавцов было больше. Но откуп быков здесь очень показательный. Далее цена топталась на месте с двумя попытками прорыва вниз. Фактически продавцов и покупателей здесь поровну, но все попытки уйти вниз — жесткий отпор. И это показывают нам длинные тени. Ситуация повторилась дважды, что лишь закрепило уверенность рынка в том, что ниже мы уже не пойдем. Уже на этой зеленой свече покупателей стало гораздо больше, и рынок начал расти, пусть и на слабых объемах. Только что мы с вами увидели момент экстремального роста входа в рынок и даже поняли, кого в итоге стало больше, за кем закрепилась инициатива. Теперь давайте разберем другой кейс. Можно оценить происходящее с ценой вот прямо сейчас. Тут у нас тоже достаточно большие объемы, кстати. Так, давайте взглянем на график через призму волатильности. Еще совсем недавно она была крайне вялой, практически на нуле, вот здесь вот. Затем у нас начали появляться более крупные зеленые свечи, закачка объема от покупателей. Это продолжалось некоторое время. Число игроков в рынок только росло, но затем произошла кратковременная такая вот смена инициативы в виде двух красных свечей. Резкий вход продавцов, видимо, цены сверху очень выгодные, кто-то продал что-то, и снова вошли в рынок покупатели. Вот здесь. Таким образом, перед нами зона с большой волатильностью, где и быки, и медведи заходят в рынок по интересующим их ценам. Большие красные свечи — это, соответственно, продавцы, зеленые — открытие сделок покупателями, когда цена растет. Видеть объемы научились, но как это использовать? Лучше всего торговать ими на пробоях уровней. Если зона поддержки или сопротивления пересекается на большом объеме, это хороший повод открыть сделочку, войти в рынок. Вот здесь у нас был пробит краткосрочный уровень довольно длинной зеленой свечой. Это стало запуском роста, после которого мы могли бы открыть довольно много сделок, видите? В дальнейшем те же уровни и их пробои стали бы сигналом для продолжения движения или для его остановки. Также есть потенциал для работы с разворотами на больших объемах. На рынке происходит все, что угодно. Сейчас я внимательно изучу все валютные пары, посмотрю на интересные кейсы с объемами, и мы с вами начнем торговать. Уверен, что для многих из вас знакомство с объемами происходит впервые. Это лишь вершина айсберга, впереди еще очень много классной информации, которую вам предстоит выучить и освоить. И с нее торговля будет не такой продуктивной, как может казаться, не такой простой. Чтобы сделать это легче, я приглашаю вас вступить в свой телеграм-канал, друзья. Ссылки на него оставлены в описании. Там вы найдете еще больше классной информации для новичка по трейдингу, обучение от меня, живой контент, сможете написать мне в сообщение и пообщаться со мной вживую. Также можете принять участие в моих торговых сессиях. Каждую неделю я провожу их специально для вас, и мы зарабатываем вместе. Все подробности будут в телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь, а мы продолжаем. Так, поехали. Здесь будем торговать в лонг, только по объему анализа. Давайте разбираться, что происходит с ценой. У нас есть важный уровень, который выступал в роли зоны сопротивления. В конечном итоге актив пробил себе дорогу выше и теперь должен расти. Теперь подробнее об объемах. Пробой был на хороших покупках, видно по свече.
Затем была попытка вернуться. По нижним теням видим, что покупатели выкупили все снижение. Не осталось никаких продавцов. В итоге многие зашли как раз от этого уровня, который стал хорошей поддержкой. А мы можем теперь ожидать дальнейший рост на хороших объемах. Кстати, я только что показал вам не что иное, как ретест уровня. Теперь вы знаете, что в его механике лежат именно объемы. Специально вот сейчас зашел на минутку, чтобы вы увидели соотношение покупателей и продавцов. Вот эта поглощающая свеча показывает, что у медведей здесь не было даже шансов. Я фиксирую первую прибыль и настраиваюсь на вторую сделку. Не вижу никакого смысла уходить с этого графика. Во-первых, мы торгуем прямо с ретеста пробоя, что уже отлично. А во-вторых, сами свечи нам говорят, что покупателей сейчас больше. И положительная разница объема покупок только начинает расти. Мы на ней с вами неплохо заработаем. Вот смотрите, цена движется под воздействием спроса и предложения. Мы видим спрос, снова открываем сделку в лонг. Пока время идет экспирации, давайте немного базы по поводу объема, как инструмента такового. Это настоящий must-have, честно вам скажу. Во-первых, объем – это и есть рынок. Вернее, соотношение объемов покупок и продаж – это и есть рынок. Это вот то, что образовывает наши свечи. Непонимание этого не приведет ни к чему хорошему. То есть вы тогда просто не понимаете, как движется цена. Цена движется из-за объема. Многие новички увлечены индикаторами, графическими паттернами, какими-то там нейросетками, какими-то ботами. Все это хорошо, но если вы упускаете базу, то есть анализ объема, то вы не понимаете рынок. В идеале, конечно же, использовать соответствующие индикаторы, но, как видите, соотношение покупок и продаж можно просто увидеть своими глазами. Вот, смотрите, у нас шикарный импульс вверх просто в секунду. В режиме онлайн мы видим накачку объема со стороны покупателей. Приятно, что именно на этом завершается наша сделка. Снова в плюсе, друзья. Пожалуй, дальше торговать мы не будем от уровня, посмотрим, что происходит. Ну и, в принципе, хочу вам показать больше классных ситуаций. Давайте сделаем паузу. Вот смотрите, меня смущает уровень. Тут у нас два варианта развития событий. Вполне может быть пробой, выход вверх на такой же мощной зеленой свече. Почему нет, да? Это наиболее вероятный сценарий. Но также вполне может быть откат вниз. Поэтому вот здесь, без дополнительных индикаторов, я бы не торговал. Просто сменим график и продолжим. А вот здесь ситуация гораздо лучше. Открываюсь в лонг и сейчас покажу вам объемы, которые убедили меня в необходимости открыть эту сделку. У нас тут последовательный вход продавцов. Свеча за свечой мы видим активный выкуп актива. Красная имеет большую тень, что говорит о беспомощности продавцов. И да, у нас тут тоже сейчас цена прямо у уровня, но он слабый. Гораздо важнее вот эти вот зоны. До них еще есть пока у нас ход. Раз уж на валютной паре есть рост объема покупок, мы будем достигать этих ценовых целей. Можем добавить еще больше технического анализа для полной уверенности. У нас тут в целом есть устойчивый тренд вверх, который стоит достроить вот до клина до этого. Так что, друзья, стратегия себя показывает просто прекрасно. Остались считанные секунды, без намека на какие-то эксцессы. Все под полным контролем, цена растет, баланс растет. Моя цель показать вам как можно больше примеров работы объема в рамках графика, поэтому давайте сменим валютную пару и продолжим на чем-то другом. Вот евро-британский фунт. Характерный случай, который можно будет поторговать чуть-чуть подольше. Здесь тоже открываемся в лонг. Все просто очевидно. Рост есть. Последняя свеча с нижней тенью огромной. Работаем на выкупе. Самое крутое в работе просто с объемами и уровнями, что каждый случай индивидуальный. Но при насмотренности на график вы сможете узнавать частые шаблоны и повторять успешные сделки почти по идентичным кейсам. Я уже показал вам некоторые из них, и эта ситуация также войдет в копилку. Возможно. Пока что дела как будто бы складываются немножко не в нашу пользу, но мы знаем, что сила у покупателей есть, они умеют выкупать. Остается только дождаться их реакции. Я вот вместе с ними. Мои деньги сейчас на откупе. Каждая сделка — это борьба быков и медведей. Раунд, так скажем. Ну, чуть-чуть нам надо, чуть-чуть.
О. Ну, друзья, в этой схватке получается, что никто не выиграл. Цена закрылась на точке открытия. Я все-таки верю в рост, потому что тени достаточно большие. Борьба идет ожесточенная. Я уже один раз вставал на сторону покупателей. Это будет не исключение. Думаю, что сейчас будет отскок вот такой вот. В общем, ребят, объемы, еще раз объемы. Это то, на чем строится график. Вот эта база, с той, которой нужно начать обязательно всем. Понимать именно почему так. Из-за чего цена растет, из-за чего она снижается. Это же не просто цифры откуда-то взятые, какой-то дядя Ваня сидит на компе, вбивает, сейчас вверх, сейчас вниз. Нет. Это строится именно на объемах. В общем, поймите, что такое объемы, и реально вам станет проще понимать рынок. По крайней мере, строить больше каких-то предположений, догадок. Ну, о чем можно говорить? Посмотрите, просто какая охренительно красивая, блядь, зеленая свеча. Прям до уровня. От уровня открываться тоже не буду. Поэтому дождемся. Да, сделка в плюсе, шикарно просто. Я показал вам все, что хотел. Достаточно на сегодня. Давайте перейдем к итогам. Ну что ж, друзья, хотя бы на начальном уровне мы можем уже закрыть вопрос об объеме. Вы научились им пользоваться, и я думаю, после этого видео с легкостью его освоите. Обязательно внедряйте это в свои торговые сессии, тогда результат будет куда лучше, чем был прежде. Вот увидите. Тестируйте все на демо-счете. Еще раз повторяю, демо-счет ваш друг, а не враг. Не ленитесь никогда переходить на демо-счет и лишний раз что-то попробовать, в чем-то убедиться, что-то протестировать. Это только будет идти вам на пользу. Не гонитесь за заработком, он обязательно придет, когда будет ваше время. Если видео понравилось и было полезно, жду ваши лайки и комментарии. С вами прощаюсь, до встречи в моих новых видосах. Всем пока!